По официальным данным, в англо-американских лагерях погибло всего 10 тысяч немецких военных. Однако по независимым оценкам, жертвами лагерной политики западных союзников стали до миллиона пленных. Первый послевоенный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр в свое время спрашивал у представителей Департамента США, куда делись 1,5 миллиона пленных, они не вернулись домой. Вашингтон так и не дал ответ на этот вопрос. На территории Германии для приема пленных было открыто 19 лагерей. Впрочем, назвать эти пункты содержания людей лагерями можно только условно. Квадраты полей, оплетенные колючей проволокой. Каждый сектор был рассчитан на 5-10 тысяч человек, однако в действительности в них загоняли по 10-15 тысяч. Для заключенных не строилось никаких бараков. Здания возводились только для администрации, ну и хозяйственных нужд. Пленники месяцами жили под открытым небом, многие копали в земле норы, некоторым доставались палатки, большинству же приходилось спать на голой земле. Еду и даже воду давали один раз в 2-3 дня. «Нас только охраняли», — вспоминал бывший солдат вермахта Михаэль Припке, который содержался в лагере у Кобленца. Все узники спали под дождем, на ветру, лежа в грязи, как свиньи. Правда, свиней хоть иногда кормят. Иногда привозили еду, давали по картофелине в день. Позже я встретил своего дядю, и он сказал: «А знаешь, в Берлине русские кормили немцев кашей из своих полевых кухонь. Меня это очень удивило». Из-за тяжелых условий с первых же недель заключенные стали умирать от обезвоживания, голода и дизентерии. В сентябре пошли дожди. Истощенные люди массово погибали от холода и простуды. «Я думаю, каждый в России видел съемку концлагерей СС», отмечал 65 лет спустя Припке. Немцы обращались с русскими нечеловечески, чудовищно. «Я могу понять ваших солдат, если они не церемонились с нами. Но что мы сделали американцам, если те попросту морили нас голодом, как крыс?» Впрочем, не все было так однозначно, как можно заключить по воспоминаниям выживших немецких солдат. Гитлеровский режим был страшным государством. И как показали первые послевоенные месяцы, многие из солдат вермахта этого не понимали. Американцы же быстро разобрались в ситуации и принялись исправлять ее, надо признать, весьма эффективными методами. Одной из самых действенных мер оказались экскурсии в концлагеря и работы по захоронению умерших узников. Документальные фильмы тоже производили глубокое впечатление на вчерашних пехотинцев, танкистов и летчиков. Многие из этих людей впервые смогли взглянуть на темную сторону режима, за который 6 лет проливали свою и чужую кровь. Не испытывали теплых чувств к немецким военным и жители оккупированных стран. В голландском городе Антверпен пленных немцев и коллаборационистов посадили в клетки зоопарка, разместив их между вольерами с выжившими животными. Во Франции, Бельгии и Голландии военной полиции приходилось защищать пленников от ненависти гражданского населения. Плевки, издевательства и пощечины были обычным делом. Наибольшее количество унижений доставалось вчерашним покорителям Европы во время уборки улиц и разбора завалов в городах, где в течение многих лет они были у власти. Иногда на фоне ужасов и жестокости первых послевоенных месяцев разыгрывались масштабные трагикомические ситуации. Именно так получилось с попыткой союзного командования разделить пленных по этническому признаку. Дело в том, что в вермахте служили не только немцы, но и австрийцы, поляки и чехи. Союзники рассудили, что чистопородные фрицы будут самой беспокойной категорией военнопленных. От них ожидали бунтов, саботажа и побегов. Представители других этнических групп рассматривались как наиболее спокойный контингент. Было решено выслать часть немцев в США, а пленников других национальностей отправить в Великобританию. Пленникам раздали анкеты и приказали указать этническую принадлежность. Естественно, огромное количество арийцев тут же переделались в поляков, тирольцев и прочих ненемцев. Однако ситуация изменилась после того, как свежеиспеченные представители национальных меньшинств узнали, что немцы поедут в солнечный Техас, а они отправляются в промозглую Шотландию. Дело дошло до того, что на сортировочных пунктах многие умники стали срывать с себя бирки и прорываться в сектора, выделенные для сбора этнических немцев.
Союзники от такого поворота событий сначала опешили, а затем решили проблему предельно простым способом. Без всяких анкет, пинками и тычками разогнали пленников по кораблям. Для некоторых отправка за океан оказалась чем-то вроде выигрыша в лотерею. На этом все. Спасибо за просмотр.